какие-то тяжелолюксовые дома, там только для миллионеров. Мы делаем дачи под Минском, и мы с этого начинали. Какие сейчас вот тренды именно в строительстве? Как сделать дом, чтобы он был вот актуален сейчас? Классный интерьер тот и классный дом тот, где ты все красишь в белый и смотришь и думаешь, блин, красиво. Он может выглядеть очень просто, но вот именно за счет деталей и примыканий, и узлов, и технологичности он и получается, как бы можно сказать, и стильным. А у него был фэн-шуй консультант на контракт в той же Скандинавии. Сейчас есть очень популярный тренд, это гостиные на втором этаже. Какая бы ни была крутая вентиляция, все равно немножко подтягиваются выхлопные газы. Кто бы что ни говорил, там экология это не про клей, который есть или нету его в деревянном доме, то что эти ваши деревянные дома, они и так все проклеены. На чем можно экономить? Вот я знаю точно, что нельзя экономить на архитекторе, на дизайнере и на строителях. Привет, друзья! Сегодня у меня очень интересная, увлекательная беседа про архитектуру, про строительство домов с управляющим партнером и арт-директором студии Zrobim Architects. Это очень такая известная, крупная студия, я думаю, что многие про нее слышали. И сегодня мы обсудили все, что связано с домостроительством, очень много вопросов, которые меня волновали, которые, я думаю, что у вас тоже будет вам интересно послушать. Как построить дом, сколько дом сейчас строят актуальный в 2024 году, какие сейчас используются материалы, какие материалы не актуальны, как посадить дом на участок, как выбрать участок, там еще много-много всего. Поэтому обязательно смотрите, беседа была очень интересная. Привет, Марк. Вашу компанию знают, вот в профессиональной среде точно знают, у нас зрители в большинстве своем далеки от дизайна, грубо говоря, не профессионалы. Расскажи, пожалуйста, о ваших регалиях, чтобы все поняли вообще масштаб сегодняшнего разговора, чем вы занимаетесь, про вашу компанию. Я представитель, работаю в архитектурном бюро Zrobim Architects, мы из Беларуси. Вот. Хочется верить, что нас знают не только в профессиональном сообществе, но и стараемся снимать, публиковать, рассказывать и для людей, и к людям. Вот. А занимаемся мы архитектурой, то есть мы проектируем, у нас есть свои там основные профили деятельности, это там индивидуальные жилые дома, мы делаем там мастер-планы, целые поселки, то есть создаем среду, в которой живут люди, и делаем это все там, хоть мы сами и белорусы, в основном не в Беларуси, а также это дизайн интерьера, его наполнение, и все это, так сказать, под ключ. А меня зовут Сенчаков Александр, я дизайнер интерьера, руководитель студии Нечаев-Сенчаков, мы занимаемся интерьерами премиум уровня для квартир и домов в Петербурге, Москве и по всему миру. Давай вот сразу же начнем с полезного контента. Вот я решил построить себе дом. 3 момента, в которых я могу ошибиться, если мягко сказать. Ну, если брать такое начинание, как собственный дом, и 3 фатальных ошибки, вот я бы сказал. Первое – это работать без архитектора. То есть это вот прям важно, каждый профессионал своего дела должен заниматься своим делом. Второе – это location, то есть земля, импульсивная покупка зачастую приводит тоже к фатальным обидам и финансовым потерям. То есть подтопляемый участок, там с точки зрения градостроительного развития территории, ты сегодня его купил по выгодной цене, но на самом деле через 5 лет по плану детальной планировки там проходит шоссе или эстакада, или линия электропередач будет монтироваться, или она проходит кабель подземный под участком, то есть куча может быть каких-то подводных камней, поэтому трепетный подход к участку – это пункт 2. И пункт 3 – это масштабы. Вот, все мы немножко обижены своим прошлым, в небольших квартирах выросшие, и многие люди допускают ошибку вот, в стремлении как-то компенсировать небогатую юность, вот, разгоняются и хотят построить себе хоромы. Дом на самом деле не должен быть большим, дом должен быть рациональным и продуманным, поэтому возвращаемся в пункт 1, работай с архитектором, он скажет, как надо. Ну, сейчас у меня как раз очень много вопросов из того, что мы сейчас озвучили, мы это обсудим поподробнее. Просто сразу же вспомнил, я делал интерьер большого дома, и в ванной был потолок 5 метров.
и нам просто пришлось его зашить наполовину, потому что это просто было, ну, никому не нужное пространство, и, конечно, это нужно было проработать просто. Отдельная тема для холивара у нас в бюро — это высота потолков, потому что если с первым пунктом касательно площади дома можно работать, можно апеллировать каким-то там аргументам о рациональности, эргономике и вообще актуальности и ликвидности, то когда речь заходит про потолок, начинается это «я себя чувствую, там, если потолки 4 метра, свободно, я могу там дышать». Думаю, что ты там можешь дышать, что там уже, если будет потолок 3 метра, такого плохого. А это, в свою очередь, экономия на эксплуатации, если ты не разгоняешься. Там, я не знаю, лишний метр высоты помещения, умноженный на площадь, это кубатура, которую тебе надо топить. А горячий воздух, теплый воздух, как известно, идет вверх. То есть самое такое эффективное с точки зрения теплотехники пространство под потолком. Плюс расход материалов, плюс визуальный облик, плюс вообще чувство пропорции. Несмотря на то, что в Петербурге много квартир с высокими потолками, их такими тесными сделала другая эпоха. Я сразу вспомнил историю. Я был там в профтуре в Италии, мы были в Милане, на Миланском вокзале, и со мной был архитектор там знакомый. Я говорю: Володя, а зачем вот такие огромные потолки сводчатые у вокзала? Зачем столько объема? Он говорит: Саш, просто тогда вентиляции не было, и огромное количество воздуха просто оно замещается. Совершенно верно. Для меня это было открытие как для дизайнера. Поэтому, конечно, я очень уважаю архитекторов и в плане такого более глобального подхода к вопросу. Я с кем не общался, у всех только один вопрос. Говорит: спроси у Марка. Всех волнует только один вопрос: сколько стоит построить дом? Я понимаю, насколько это, наверное, глупый все-таки вопрос, но он реально у всех, вот он всех беспокоит. Как вообще понять? Вот бюджет, ну, в тех же интерьерах это всегда очень такой тяжелый момент. Я понимаю, что с домом это еще более тяжелая история. Это прям повод подискутировать, повод поспекулировать, повод высказывать такое суперсубъективное мнение. Вот, сколько стоит построить дом? Во-первых, регион важен, то есть где дом находится. И это не с целью, там, я не знаю, на севере города или на юге города, а буквально в каком регионе. То есть климат очень сильно предопределяет стоимость дома. Там будут у тебя двухкамерные стеклопакеты, однокамерные, сама технология ограждающей конструкции с точки зрения теплотехники, насколько будет масштабной и дорогой, это уже первый фактор. Второй фактор — это, безусловно, масштабы дома. То есть, если это какие-то гигантские сотни тысяч метров, безусловно, это тоже увеличивает стоимость. Но за метр, наверное, она будет уменьшаться все-таки. Не так, как хотелось бы. Да, какой-то там супер такого графика, понижающего в итоге стоимость к нулю, не существует. Все равно в определенной точке он выпрямляется, и уже стоимость остается такой, какой есть. Вот, следующий фактор я бы отнес — это все-таки потенциальную ликвидность этой недвижимости. Как мы знаем, там, на примере многоквартирных домов есть там какие-то гетто за городом, 20 этажей, 10 подъездов, не будем называть районы, но я знаю, в Петербурге такие тоже есть. Вот. И есть какие-то более камерные, с архитектурным высказыванием, жилые комплексы, с интересными планировками, с качественным там конструктивом. Дальше мы эту идею транслируем в частный дом, то есть тоже мы можем сделать утилитарный объект там для одной семьи, для пожить на 15-20 лет, а можем делать прям качественный ликвидный дом, который впоследствии можно, я не знаю, там, ликвидность — это же не только продажа, ликвидность — это там передать по наследству, то есть какая-то преемственность. Семейная усадьба. Да, в том числе, и не обязательно быть большой. И последнее, я бы сказал, это стиль и комплектация, то есть тут, наверное, ближайшая аналогия — это автопром, вот, ну, куда же без этих аналогий. Вот, соответственно, как есть свои бренды со своими стоимостными характеристиками и, соответственно, стилем, ну, все мы понимаем, что Porsche — это очень красиво и технологично, вот, а там более бюджетные марки, какие-нибудь там, не знаю, китайские сейчас, они там попроще и менее технологичны. Также и с домом, то, насколько ты его нафаршируешь системами микроклимата, то есть отопительными приборами, приточно-вытяжными вентиляциями принудительными,
К ним могут быть свои надстройки там в виде, я не знаю, увлажнения, рекуперации, охлаждения, там фильтрации воздуха и так далее. Туда же автоматизация, умный дом какой-нибудь. То есть это уже не какие-то rocket science в современном мире, а, ну, по сути, данность. Там, опять-таки в автомобиле уже не круто крутить вот эту штуку. Я знаю, что в Финляндии рекуперация, вот вентиляция с рекуперацией прописана по закону. Ты не можешь без нее построить себе дом. Да. Рекуперация, объясним нашим зрителям, что это такое. Это когда теплопотери компенсируются подогреваемым воздухом помещения. Что имеется в виду? Очень большие потери тепла, то есть буквально мы теряем из-за дырки в стене, которая называется вентиляция. То есть у тебя с улицы, там, если минус 20, через этой дырки идет ледяной воздух. И это как бы теплопотери, ты должен это отапливать. Вот, во время рекуперации это стоит специальный такой теплообменник. Воздух, который в помещении теплый, он выходит наружу там со своим повышенным содержанием углекислого газа, а поступающий, не перемешиваясь, подогревается этим воздухом, и тем самым мы экономим энергию, поэтому Финляндия — это обязательное требование, как вот критерий экологической сертификации объекта. Вот, и, соответственно, комплектация дома с точки зрения его инженерного обеспечения, это тоже влияет на стоимость. Ну и последнее, то, что я сказал, это стилек. Вот, тут тоже никто не отменял, что дом может быть более современным с точки зрения визуального облика, то есть там модернистским каким-то, с панорамным остеклением, с там приемами формальной композиции, с интересными материалами, с сложными узлами. И пределов этому нет. И тут я постепенно прихожу к вот ответу на этот вопрос. То, что делаем, например, мы, а это не обязательно какие-то тяжелолюксовые дома, там только для миллионеров, мы делаем дачи под Минском, и мы с этого начинали. Вот мы там себе строим дома, мы понимаем, что мы живем в реальном мире, и поэтому я убежден, что на сегодняшний день в регионе там европейской части России, в Беларуси, откуда я, вот классный дом построить стоит от $1500 в эквиваленте на квадратный метр. Говорю в долларах, потому что так немножко будет более универсально. Да. Вот. И дальше, безусловно, предела нет. Когда я говорю построить, я имею в виду прикольный дом с каким-то базовым наполнением под заселение. Это уже с интерьером получается. Да, но опять-таки базовым. Да, опять белые стены, симпатичная там мебель, чуть ли не икеевская, но стильно, классно, как в инстаграмчике на рефах или в Пинтересте. Мне очень понравилось, вчера вы говорили, что если у дома интересная архитектура, то с интерьером уже гораздо проще. Это действительно так. Ой, вот про это могу говорить очень долго тоже. У нас есть определенная в бюро идеология. Дом не должен быть квартирой, которую ты перенес за город и обернул в стенки. Что имеется в виду? Пространство дома — это, по сути, бесконечность вариаций, которую может сотворить архитектор. И именно вот эта интрига внутри пространства — это приемы, которые лишают тебя необходимости заниматься украшательством стенок. То есть, если ты заходишь в главную дверь, и перед тобой не шкаф-купе и холл там 2 на 4 метра, где ты шкафы расставляешь, а перед тобой какая-то визуальная ось, или ось вглубь участка, за которым растет именно по этой оси дерева. Или у тебя там полуторасветное пространство, откуда бьет луч света, но ты не понимаешь откуда. Именно когда у тебя есть сценарность, ты можешь пойти направо, и тогда сразу попадешь на кухню, если ты с пакетами, а еще лучше в кладовку при кухне. Или ты пойдешь налево и сразу попадешь в красивую гостиную, потому что ты там с гостями пришел, например. И вот эта именно вариативность, когда ты продумываешь пространство, лишает необходимости как-то супер сложно украшать, как это обычно приходится делать в квартирах. Да не, ну украшательство — это в принципе зло, я считаю, как бы. Просто это зло, но когда я говорю украшательство, я даже зачастую имею в виду и стильные интерьеры, например, квартирные. То есть у нас какая проверка в студии, к чему это я все вел? Классный интерьер тот и классный дом тот, где ты все красишь в белый, и смотришь и думаешь, блин, красиво. Композиция, игра света, игра тени, стекло. Если почему там в современных домах очень активно используется панорамное остекление, там светопрозрачные конструкции, потому что это элемент дизайна, а не архитектуры. С экстерьера, безусловно, там стекляшка, тыры-пыры, это красиво.
Но на самом-то деле это интерьерный прием. У тебя динамичный, интерактивный интерьер. Зимой он один, весной другой, осенью третий, летом четвертый. Вот, и он постоянно меняется. И когда ты делаешь ландшафт, улицу, пейзаж, вид частью интерьера, вот это пушка-бомба. На чем можно экономить? Вот я знаю точно, что нельзя экономить на архитекторе, на дизайнере и на строителях. Это 100%, потому что вы вчера показывали дом, который строится 3 года. Вот этот. И у меня были такие печальные истории, когда люди, вот у нас сейчас заказчики взяли там строителей, прошел год, они сейчас уже их выгоняют, будут там что-то опять переделывать, то есть вот эта сиюминутная экономия, да, она очень дорого потом обходится. И чем дороже проект, тем жестче вот эти цена ошибки. И без опыта, мне кажется, что это вообще невозможно ввязываться вот в такие истории. Ну, я не понимаю, зачем просто. Вот, на чем еще нельзя экономить? Инженерная оснастка. То есть буквально вся инженерия дома — это полное табу под любую форму экономии. Я не говорю, что надо брать там только Будерус котлы и только в меди делать отопление, вот, но на инженерке с точки зрения и подрядчиков, и самого оборудования нельзя. Также я противник экономии, субъективный уже, на стекле. То есть можно ли монтировать стеклопакеты в какие-то системы не алюминиевые? Конечно, да. То есть можно и вклеивать их в деревянную конструкцию, можно в ПВХ там при определенных, но вот сам стеклопакет, черт возьми, не сэкономьте, пожалуйста, люди, тогда у вас не будет линзы, тогда у вас будет хорошая теплотехника стекла, это будет красиво, классно, вы будете гордиться домом, и люди будут радоваться вокруг. Нельзя экономить, безусловно, на конструктив, я сказал, но уточню, на фундаменте. Вот такая вот базовая... Фундаментальная истина. Да. Вот. Но это действительно так. Что я имею в этом в виду? Я имею в виду не типа бетон купить дешевле, я имею в виду проектирование фундамента, то есть сделай геологию, не сэкономь эти пару сотен долларов, сделай керны, получи изыскание, чтобы уже тот, на котором ты не сэкономил, архитектор-конструктор, сделал правильный фундамент, потому что действительно на рынке очень много спекуляций на тему мой дед так строил, мой отец так строил, и я так построю. А вот сверху мне архитектор и дизайнер придумают красивый дом. Вот, а фундамент за зиму настоится. Если вам кто-то говорит про настаивание фундамента, гоните его. Не должен фундамент настаиваться. Фундамент должен быть построен, и на нем дальше строится дом. Вот, ему не надо настаиваться, это не тесто. Вот, что, собственно, еще... На чем нельзя экономить? Инженерка, конструктив, фундаменты, стекло, ну, кровля, конечно, будь то скатная какая-то, будь то плоская, ну, это мы понимаем, почему на этом нельзя экономить. Это течь, это риски там дорогостоящего ремонта, на этом не надо. Воздух недооцененный параметр. У нас до сих пор очень жесткие нормирования по инсоляции. Инсоляция — это именно в многоквартирном строительстве гражданском жилом. Вот, когда солнышко должно у тебя светить в комнату. В советские времена придумали эту норму, чтобы бороться с туберкулезом. Вот, туберкулез мы давным-давно победили, живем цивилизованно, норма осталась. Она архаична, ее надо пересматривать. А вот аэрация и в целом чистота и качество воздуха, черт возьми, не нормируется. Хотя все мы прекрасно понимаем, что то, чем мы дышим, это опять-таки фундаментально. Вот, поэтому я считаю, не экономим на вентиляции, в каком-то базовом виде себе и своим близким обеспечь свежее, хорошее дыхание, не открыванием окна, чтобы люди ночью, зимой могли дышать. Вот банальный пример: коттедж, все классно, чувак не сэкономил, поставил красивые окна, сделал там вентиляцию в санузлах, красивый дом, комната 12 квадратов, на улице минус 25, его дети там закрывают дверь, закрывают окно и ложатся на выходные спать 5-12 часов. Вот что в комнате 12 квадратов, 15 они надышат, какое там будет качество воздуха спустя 10 часов. Это ужас. Вот, поэтому не обязательно дорогостоящую, есть там настенные клапана, есть там только приточная вентиляция, есть там вытяжки, вот что-то сделайте для воздухообмена, не сэкономьте, пожалуйста.
И, наверное, предвосхищу второй вопрос, на чем можно сэкономить. Да. На чем можно сэкономить, тем не менее, я считаю, здесь это есть, на экстерьерной отделке. То есть я, будучи архитектором, считаю, что первичная форма и функция, фактура чуть-чуть на второй план. Шедевры архитектуры предполагают там камень, узлы, тыры-пыры, вот, но красивый дом можно сделать и штукатуренным, я в этом убежден. Я просто видел много домов, изуродованных наружной отделкой, и даже часто дорогой. Когда вот мы были в коттеджном поселке, там на Новой Риге в Москве, и там планкен, он полностью выцвел, он стал каким-то ужасным таким, некрасивым. У знакомого ему сделали дом штукатуркой, там не соблюли технологии, у него вся штукатурка поплыла просто. Ну, в какой-то степени сэкономили, там в случае с планкеном это одна история, за деревом не существует способа сделать его навсегда красиво, либо это... Я просто уверен, что это дорого было, это вряд ли была экономия. Нет, это не экономия, просто дальше надо эксплуатировать многие вещи. Вот, но тем не менее не сделать ригельный кирпич, если ты состоятельный человек, ты хочешь сделать ригельный кирпич, как мы говорим, трушный, там не плитку, ничего, просто вот стенку из ригельного кирпича, которая будет стоить тебе там 300 евро квадратный метр. Вот не сделай ее, сделай красивый, оштукатуренный, там светлый, черный, какой угодно дом, но вложись все эти деньги в то, что я перечислил до этого. Вот это вот будет прям супер актуально. И даже более того, эти же принципы я могу запросто транслировать в интерьер. Да. Не равняй стены в ноль. Вообще пофиг. Не делай теневые эти профиля, там, шадоулайны, не станет твой... Вот это мода, типа, там, не знаю, теневой плинтус — это мода, там, какие-нибудь вскрытые плинтуса — это вообще придумали производители и строители, чтобы людей облапошивать и делать дорого, вот, просто. Не обязательно вообще это делать. То есть можно сделать классный интерьер с более простыми средствами. Ну, ты с этого начал, то есть минимальная стоимость дома, в котором стоит пусть там мебель из Икеи, грубо говоря. Это же все наживное, это все как бы можно менять. Это жизнь, да, это жизнь. Вот, как бы я себе делал? Я бы сделал супер базовый фон, то есть Ротман там бы выровнял стены, побелил бы их, сделал бы классный там деревянный паркет, плинтуса деревянные, потолок бы оставил или бетон, или тоже просто покрасил белый, но купил бы классную какую-нибудь коллекционную мебель, наполнил бы это предметами там искусства, дизайна, и вот уж у тебя классное пространство, как на референсах вот в Пинтересте. Такой мем был, где, знаешь, квартира дизайнера, такая безумная, яркая какая-то украшательство, и квартира архитектора, просто белый кубик такой. Да, ну, наверное, да. С дорогой. Или черный. Да. По поводу стилистики, вот в 90-е годы в России была очень популярная история, мне вот один знакомый там очень богатый человек рассказывал, что нужно было огородить дом забором, прямо гигантским, обязательно кирпичным, обязательно красным, чтобы он выглядел агрессивно и чтобы люди боялись вообще через него перелезать. Ну и, в принципе, вот строили замки, строили какие-то вот убежища. Сейчас ситуация меняется в плане какой-то открытости, мне кажется, именно экстерьера в интерьер, чтобы, ну, это все было бесшовно, чтобы окружающая природа заходила в наш интерьер. Какие сейчас вот тренды именно в строительстве? Как сделать дом, чтобы он был вот актуален сейчас? Ну вот я эту цитату говорил вчера, ее очень люблю, которую вот сказал Доминика Дольче, что мода циклична, а стиль вечен. Вот, и я считаю, надо делать не как сейчас актуально, а просто стильно, как это должно быть в принципе. Что такое стиль? Это, безусловно, повод для еще одного подкаста. Вот, это какой-то симбиоз культур, искусств, знаний, насмотренности, то есть нет ответа на вопрос, что такое стильно. И если эту идею далее как-то стиля транслировать на дом, стиль — это про рациональность, стиль — это про композицию, стиль — это про искусство деталей, ведь как я тоже там клиентам часто привожу пример, когда мы делаем очень простой дом визуально или интерьер, типа, что так просто, скучно. Я говорю, вот возьмите школьный костюм и какой-нибудь дорогой там английский костюм, сшитый кастомно, со 100 метров выглядит одинаково, а может даже с 20. А ведь далее дьявол в деталях, в качестве ткани, в качестве кроя, узлов, пуговиц, подкладки. И также современный дом. Он может выглядеть очень просто, но вот именно за счет деталей и примыканий, и узлов, и технологичности он и получается
как бы можно сказать, и стильным. И поэтому трендом современности я бы назвал именно вот эту вот рациональность, детали, эстетику. Так не хочу просто уходить в этот кликбейт про там панорамное остекление, открытую планировку, вот там какие-то материалы, бетон и так далее. Не такими категориями мы стараемся мыслить, мы более стараемся мыслить философскими. Опять-таки, если говорить вот про Зробим, мы очень хотим делать дома не привязанные к какому-либо стилю, названию. То есть, опять-таки, в эпоху постмодерна это, в принципе, все не очень актуально, да, как мне кажется. Вот. Мы стараемся делать, которые просто будут вне времени. Звучит, возможно, это пафосно, но я бы хотел, чтобы мои объекты, моих коллег, когда они реализуются, люди там через 20-30 лет смотрели и не понимали, когда это сделано. Может, сейчас, может, давно. Это как вот для петербуржцев, я уверен, знакомо Алвар Алта, финский архитектор, вот его в Выборге объекте Финляндии. У него есть такие частные дома, например, вот как у архитектора, на которые я сейчас смотрю и думаю, ну, круто, вот, типа, как будто вот сделано вот сейчас. И вот это, мне кажется, гений творил вне времени. Я себя к нему не причисляю ни в коем случае, но скромно пытаюсь вот вместе со своей командой двигаться туда. Мне очень понравилось, я читал у кого-то недавно статью на тему Райта, американского архитектора величайшего, и он делал практически во всех штатах Америки, делал свои дома. И в каждом штате он адаптировал, он изучал культуру этого места, ландшафта, всего этого, и делал именно в стиле, не в своем стиле, а в своем стиле применительно к этому ландшафту. И если, например, в России кто-то хочет сделать дом в стиле Райта, это не значит, что он будет копировать те дома, а значит, что он должен изучить ландшафт, где он сейчас работает, и сделать именно дом в стилистике этого места. Вот, мне очень понравилась эта мысль, что ты делаешь, адаптируешь именно под вот локальную ситуацию. Да, это очень... Локальная история. Это очень точно, мы называем это контекстуальность, то есть когда ты начинаешь делать даже частный дом, хотя мы все про частные дома, вот мы делаем и другие объекты, да. Но на примере частного дома ты все равно изучаешь контекст региональный, масштабно, то есть что это, начнем со страны, я не знаю, с континент, да. Потом там страна, потом регион в стране, там, когда мы делали объекты в Испании, в Португалии, в Германии, ты все равно смотришь, что вокруг вообще происходит, ресерчишь там какие-то ресурсы местные, мировые в архитектуре и смотришь, что там есть. По ландшафту, извини, я перебил тебя, по ландшафту сразу, просто боюсь ничего не успеть. По ландшафту, вот ты с этого начал, можно ошибиться в выборе места. Да. Надо брать архитектора, и как это делать-то правильно? Как выбрать правильный участок? Это хороший вопрос. Работать с профессионалами, для этого существуют риэлторы, для этого существуют юристы в сфере земельного права, там хозяйственники какие-то, и надо просто проверять. То есть архитектором проконсультироваться — это it's okay, то есть это хорошо, он подскажет в плане вида, в плане соседского дома, вот ты там любишь со своей супругой встречать закаты, и этот участок как раз подходит для того, чтобы ловить закатное солнце. Вот, но более фундаментально, я считаю, архитектор эти задачки объективно решит, это не часто не решающее, это то, как тебе удобно добираться, как это совпадает с твоим образом жизни, и все подводные камни, которые могут быть связаны с участком. Плюс еще подводные камни, я имею в виду иногда буквально, чтобы он не был там банально подтопляемым. И есть какие-то правила, как посадить дом на участок? Много. От чего начинается проектирование? Есть там 3 правила, да, там, или, опять же, с исследования, именно, дом сажается под жизнь заказчика. Как это работает? Во-первых, никто не отменял градостроительных регламентов о санитарных разрывах и противопожарных разрывах, плюс там красные линии и отступы от них. Второе, там это в рамках ПЗЗ коэффициенты застройки, то есть все равно архитектор, он еще и в нормативно-правовом поле должен работать, и только потом уже как сажать. Какого-то правила, если честно, нет. Вот слукавлю.
Потому что, опять-таки, все очень индивидуально, зависит от солнца. Иногда у тебя может быть заезд там с южной стороны, и для клиента может быть настолько принципиально важно там на лужайке в солнечный день проводить время со своей семьей, что это повод задвинуть дом в самый конец участка. Вот, и казалось бы, ты должен проехать через весь участок к дому, вот, и это как-то странно. Но такое тоже бывает. Есть те, кто, наоборот, стремится максимально к дороге, к заезду, вот, чтобы высвободить внутреннее пространство и там применить знаменитый эффект трусов, вот, то есть, если я в трусах захочу ходить, вот, то есть ты должен дать человеку возможность ходить в трусах там, где он захочет. В общем, надо от клиента, да, идти, от человека. Да. К вам приходили заказчики какие-то с запросом на фэн-шуй? Были Да. такие? Были, да? Да. И как вы с этим работали? Тяжело. Тяжело. Фэншуисты случаются 1 на 100, наверное, но случаются. Наверное, самый хардкор был, это когда не заказчик, который был с фэншуй идеологией применительно к дому и его пространству, а у него был фэншуй-консультант на контракте, который мастер, делал презентации к нашим концептам, раскладывал их по там вот этой карте, по углам. Там санузел за спальней был, что вообще недопустимо, там энергия через него выходит, там, ладно, обижу кого-нибудь, я хотел, думаю, конечно. Если типа нефритовые сделать эти крышки на унитазы, не будет энергия уходить? Не, просто если люди в это верят, это чаще всего работает, но, конечно, это такая... Тяжелая история. Тяжелая, но мы справились. Но стоит признать, это не отменило того, что у нас получился современный модерновый дом, классный, и все супер. Важный вопрос по поводу этажности дома. Вот я знаю, что я часто с этим сталкивался именно в интерьерах, когда даже бывало 4-этажный дом, и 4-й этаж — это такое какое-то мертвое место, где никогда вообще никого не будет. То есть 2-й этаж еще люди поднимаются спать, 3-й обычно это вообще, 4-й дальше. Как правильно определиться с этажностью дома? Делать его одноэтажный. Вот, ну, серьезно, какие могут быть причины, если мы отбросим дискуссию об экономике, а это действительно дискуссия, у коллег на YouTube очень много роликов про это, там дискутируют о лестнице, о площади фундамента, о площади кровли, о количестве стен, калькулируют, сравнивают. Давайте так, вот если этот аргумент мы отбрасываем и говорим про архитектуру, жизнь, про жизнь, то этажность определяется участком. Иногда ты вынужден сделать 2 этажа, или как где-нибудь в Голландии ты просто зажат и делаешь там 4-5 этажей для одноквартирного дома. Вот. Иногда ты не связан границами участка, но ты хочешь обеспечить какой-то вид. То есть вот буквально поднимись ты на эти 4-5 метров повыше, и у тебя уже открывается вид. Почему бы им не воспользоваться? Это классно. В той же Скандинавии сейчас есть очень популярный тренд, это гостиные на 2-м этаже. То есть философия заключается в том, что ты, делая панорамное остекление и находясь наверху, вот, ты прям создаешь вот это какое-то единение с воздухом, с природой, с видом, вот прям медитативные такие уже сценарии. Вот, поэтому бывает, когда можно 2, но во всех остальных случаях я адепт одноэтажного дома, черт возьми, это удобно. Одноэтажный дом приземистый, красивый, ты создаешь какой-то классный силуэт, ты создаешь зоны, там, не знаю, мы когда делаем проекты, банальная вещь, ну посмотри «Розу ветров» и как у тебя идет аэрация участка, если это сильное ветреное место, заслонись корпусом дома, и у тебя там вечером салфетки летом не будут сдувать со стола, ну это же прикольно. Вот, поэтому одноэтажный дом, он часто позволяет так делать. И тоже у меня коллега спросил вопрос задать, обязательно, говорит, задай вопрос. Очень много дискуссий на эту тему по поводу паркинга, ну не паркинга, гаража в доме. Потому что многие говорят, что делают, и потом просто им не пользуются. Что с этим? Потому что говорят, что какая бы ни была крутая вентиляция, все равно немножко подтягиваются выхлопные газы. Насколько это правда? Это правда. Вот, во-первых, по фэншую, по правилам хорошего тона, скажем так, гараж никогда не должен примыкать к жилым помещениям без тамбурного какого-то помещения. То есть просто дверь в холл — это фиаско, так делать не надо. Второе — это действительно вентиляция и диалог с клиентом. Дать клиенту правильный ответ на этот вопрос попросту невозможно. То есть это уже не компетенция архитектора, это компетенция диалога с клиентом. То есть если он реально привык садиться в свитере в теплую
машину, ехать в подземный паркинг своего БЦ и идти на работу, я не могу лишить его этого права, или если у него там экологические какие-то убеждения, там могут сказать автозапуск, и ты там прогреешь машину, я не хочу, чтобы моя машина 20 минут тарахтела у меня во дворе, в моем же чистом дворе, вот этими газами, поэтому тут все индивидуально. Станет ли оно хламовником? Да пускай, значит, где-то этот хлам надо хранить, пускай хранится. Вот. И есть второй момент, тоже сейчас подкину, так сказать, повода для дискуссии, это электромобили. Да. Вот, с учетом тренда некого, кто-то может говорить, что тренд уходит, но факт остается фактом, их становится больше. Сильно больше. Вот, да. Сильно больше. Электромобиль правильнее и эффективнее хранить в теплом помещении. Он тогда не разряжается. Батарейка не садится, да, и это прям фактор уже экономии. Кстати, да, интересно. Никогда даже не думал в таком плане. Да. Прикольно. Из каких материалов мы строим сейчас? Вот что сейчас актуально? Или это опять же привязано к ландшафту? Это привязано к локации, к архитектуре, к тому сегменту, в котором ты хочешь строить дом, насколько ты состоятелен, и к твоим убеждениям. И то есть только вот выдернув в этом брифе кратком свои хотелки, ты можешь понять, с чего строить, потому что локация может предопределить свои там культурные особенности. Пример. США, Австралия, не знаю, Германия, где ты захочешь построить, будет даже при деньгах, там какой-то кастомный классный дом. Монолитные работы в сфере частного домостроения там настолько ядерно дорогие, что об этом даже неприлично вообще говорить. Там вот пример, мы делали дом в Сиднее, он по замыслу был классический, такой по каркасной, там, стоечно-балочной технологии, и в один момент мы такие, а давайте, там он такой простой получился, заказчики рассмотрели вариант сделать межэтажное перекрытие, там, монолитную плиту, поставить ее на колонны и уже сверху как бы каркасник. Ну, то есть из усложнения только там сетка колонн небольшая и плита межэтажного перекрытия. Все, крыша уже деревянная, стены деревянные, все деревянное. Только вот этот факт в доме площадью примерно на наши 350 квадратных метров увеличил стоимость на $400 тысяч. А в процентах сколько это? От стоимости всего дома? Да. Не знаю, в их случае на 50, наверное. Ну, это жестко. Это да, жестко. конечно. То есть просто вот монолит появился, соответственно, а у нас наоборот, типа там... Наоборот, вот мы вот на днях буквально снимали интерьер дома, там, который мы долго делали, очень красивый дом. Изначально была концепция: первый этаж цокольный, причем он над землей, а второй этаж жилой, он из клееного бруса должен был быть. И заказчик поменял, просто перекинул на монолит. Теперь он целиком монолитный. И нормально. И нормально, да. Поэтому вот такие вещи. Второе, это там в той же Германии где-нибудь массовый сегмент индивидуального жилого строительства. Это керамические блоки порезованные, вот эти такие большие, рыжие. И с них технология отработана. Строить там типовые, классные, продуманные, стильные проекты. Когда мы туда приезжаем, ух, как классно, как у них все в одном стиле. Потом такие, мы хотим строить у себя так же. Берем этот паратермовский блок, вот порезованную керамику, и суем ее куда ни попадя, уже в свои хотелки, пилим, режем, колем, и там просто материал теряет свои все основные преимущества, эффективность, и экономика не становится экономной. То есть там это как теплый, самонесущий и несущий материал. Вот, поэтому глобально надо учитывать экономику и культуру и стоимости. И последний пункт, который я назвал, это личное предпочтение. Ну, есть люди, которые хотят деревянный дом. Да, пожалуйста, это действительно возобновляемый там материал. То есть это, кто бы что ни говорил, там экология — это не про клей, который есть или нету его в деревянном доме, то что эти ваши деревянные дома, они и так все проклеены. Нет, экология в том, что ты срубил дерево, через 20 лет выросло новое. То есть твой углеродный след, он минимальный из-за этого, и это в этом экологичность, особенно в странах, где леса много, скажем так. Вот Россия к таким определенно относится. Поэтому деревянный дом, а какой он уже, там как есть один известный ролик в Ютубе от одного известного ютубера, «Ловим лоха на брус», вот. Вот, то есть там есть брус со своими минусами, клееный, цилиндрованный или просто натуральный, есть каркасная технология, есть фахверковая технология, есть модная европейская технология CLT, Cross-Laminated Timber, то есть когда дом как панелька, только деревянная. Вот. Поэтому it's okay, это все предмет для диалога, все принимаю. А есть какой-то материал, который вас разочаровал в последнее время? Хороший вопрос, классный вопрос, я бы сказал.
Именно как строительный или отделочный? Вот в любом случае, вот нам понравился, классная фишка, мы сейчас его используем и такие, блин. Угу. Ну, СИП-панели — это вот дома из пенопласта, вот, это, безусловно, то, что разочаровывает. Сейчас снова подкину повода для комментариев. ЛСТК, легкие стальные конструкции, вот дома из профилей, вот технология, которую в идеале придумали в США, чтобы термиты не ели дома, и тут такие: будем строить дома из профилей под гипсокартон. Вот. Я не говорю, что это невозможно, но это зачем? Вот. Это странно, и вот в ЛСТК я не очень верю, хотя опять-таки не отрицаю, что свои плюсы есть. То есть дом-конструктор строится за один сезон, он очень требовательный к пароизоляции, теплоизоляции, то есть все равно я всегда буду здесь очень так толерантно с оговорками. Вот. И, наверное, все, со всего остального можно, ну, со всем остальным можно работать. У нас постоянно возникает вопрос с заказчиками, они с нами советуются, чем топить дом. Есть какая-то вообще, или опять же зависит от конструкции дома? Есть какой-то, ну, наверное, правильный источник, источник энергии, которым это все используется, это зависит действительно от локации. Есть у тебя там газ или электричество, как в Беларуси сейчас из-за того, что построили атомную станцию, у нас есть отдельная тарификация на отопление электричеством. То есть буквально ты можешь ставить второй счетчик дома и по нему топиться, и экономика весьма прикольная получается. Где-то это газ, кто-то закапывает газгольдер, кто-то делает твердотопливные котлы, кто-то печку ставит, да пожалуйста. Другой, наверное, вопрос, как топить внутри здания с точки зрения самих приборов, это уже хороший вопрос, и тут тоже есть разные адепты на рынке. Вот. У нас есть устоявшаяся какая-то уже такая парадигма, которая состоятельна в плане эмпирического опыта. Это теплые полы. Теплые полы для бытового комфорта и в целом поддержания микроклимата. То есть они не горячие, они теплые. Потому что надо их дублировать радиаторами. И потом возникает вопрос все равно компенсации теплопотерь. Для этого делается тоже расчет теплопотерь. И вдоль, например, остекления делаются либо конвектора, что не совсем окей, либо краевой контур, так называемый. То есть вдоль, например, стекла, вдоль стен делается отдельный контур теплых полов, где прям горячий теплоноситель. И, по сути, у тебя пол возле стекла там 50 градусов, не знаю, такой создает завесу. И это реально работает, это реально прикольно. А остальные же помещения, которых там, в спальнях, например, деревянные полы, тут я, наоборот, противник отопительных средств под деревянным полом. Хотя это бессмысленно, мне кажется. Это бессмысленно, но для бытового комфорта имеет место быть, там, знаешь, буквально, чтобы 25 градусов, там, 26 была температура, чтобы ребенок ползал, окей. Но это никак вообще не должно влиять на теплотехнический расчет. Поэтому настенные радиаторы, вот, которые Никита рекламирует, с удовольствием я бы использовал. Как сделать дом, чтобы он благородно старел, чтобы он не терял актуальность, чтобы вот со временем он был, чтобы можно было легко передать его следующему поколению? Если отбросить сложные метафизические понятия о красоте и стиле, которые мы уже затронули, вот, следующее я бы назвал это честность фактур. То есть, как показали столетия нашего мира, вот самые классные вещи — это те, которые там не полимерные какие-нибудь, не выдуманные, а честные. То есть по отношению к природе, по отношению к человеку, к материалу. Поэтому использование настоящего камня, настоящего там глиняного кирпича, там клинкерного или какого-либо другого, бетона, металла, стекла, вот на самом деле этот список не такой большой, но если ты будешь вот жонглировать вот этими материалами и приемами уже из профессиональной работы архитектора, ты создашь то, что, безусловно, будет ликвидно, актуально и в идеале передаваться из поколения в поколение. А по масштабу, может, есть какие-то вот тому же масштабу дома?
Дом на вырост. Нет, концепция дома на вырост и, какого масштабируемого, я бы сказал, дома, некого такой модульного принципа. Мы сами немного являемся и апологетами этого подхода, что можно что-то пристроить. Вот Андрусь, сооснователь нашей студии, вот он пожил пару лет в своем доме, его сейчас расширяют там 2 спальнями и спа-блоком. Блин, это круто, потому что он это сразу заложил в свой проект, и сейчас это достаточно безболезненно для своей жизни в доме делает. Класс, такое мы любим. Во всем остальном масштаб не имеет никакого значения, шедевром может быть и домик там площадью 60 квадратных метров. Единственная оговорка, все-таки локация решает. Он вряд ли будет в СНТ таким культовым. 100%. Давай чем-то философским закончим. Какая главная задача архитектуры, как ты считаешь? Создавать пространство для жизни и менять сознание. То есть известный есть термин о среде, которая меняет и формирует сознание, и мне кажется, архитекторы как никто способны на это влиять не эстетикой в каком-то обывательском понимании, а урбанистика, то есть с ее принципами организации городской среды, городской культуры, эти кейсы замечательные, которые, я уверен, на базе там Петербурга, вы знаете, та же Новая Голландия, которая меняет городскую культуру. То есть была площадь, были стенки, были здания, все было, но только создав вот эту среду, оно стало менять прям сознание людей. Сюда же принципы транспортной инфраструктуры, ее логики, пешеходных трафиков, распределения вот какой-то такой диверсификации функций, да, то есть коммерции, социальной, бизнеса, работы, жилья. То есть вот главная задача архитектора — это именно создавать вот эти сценарии и создавать комфортную среду. Мы очень сильно изувечены, я уверен, вот там и 20 веком, и бурным капитализмом, который случился вот последние десятилетия. Нам надо это менять, надо снова создавать комфортные города для жизни. И села. Я знаю, что в той же Германии было очень много создано вот каких-то так безумной застройки какой-то типовой, которые потом просто целыми кварталами сносили, потому что она просто портила именно жизнь людям. То есть это по сути архитекторы проектируют людям жизнь. Как вам вообще с этим живется-то? Это накладывает прям груз ответственности. Прям ты иногда думаешь, вот буквально бывают даже такие терзания, ночью лежишь, согласовал какой-нибудь концепт и такой: блин, а если он реально построит это? То есть ты буквально думаешь, что не допустил ли ты ошибки, и потом врать не буду, я еще молод, я очень-очень учусь, и когда уже бываешь на каких-то стройках своих эскизов, очень прикольно проецировать вот это воспоминание, как ты сидел за столом, вот так вот карандашом нарисовал этот образ, проходит какая-то там итерация с итерацией событий, явлений, и вот ты идешь по этому дому, вот твои карандашные наброски поднялись, и такой думаешь, тут можно было, конечно, получше сделать, вот, то есть ты учишься. Слушай, спасибо огромное, просто какая-то супер интересная беседа. Вот спасибо, я оставлю ссылочки, обязательно оставлю ссылочки на ребят, на все их ресурсы. Также оставлю ссылки на мои ресурсы, как обычно, и пишите в комментариях, задавайте вопросы. Я думаю, что беседа получилась очень интересная. Наверняка у вас будет свои мнения на наше обсуждение. Почему-то я в этом уверен. Вот. И до скорых встреч, друзья. Пока-пока. Да, всем пока. Всем пока.